Квашеная капуста – это одно из тех блюд, которые кажутся обычными, но на самом деле хранят в себе целый секрет здоровья, долголетия и силы. Ее ели наши предки каждую зиму, когда свежих овощей не было вовсе. И именно она помогала им не болеть, сохранять энергию и жить дольше. Сегодня мы часто забываем о таких простых, но гениальных продуктах, заменяем их витаминами в таблетках, сомнительными БАДами и дорогими суперфудами. А ведь все, что нужно нашему организму, уже придумано природой. И одно из таких природных чудес – это обычная квашеная капуста. Во-первых, это природный источник витаминов. Многие даже не подозревают, что в квашеной капусте больше витамина С, чем в апельсинах. Всего 100 граммов квашеной капусты, и вы получаете суточную норму этого витамина, который укрепляет иммунитет, защищает сосуды, улучшает состояние кожи и помогает противостоять стрессу. Кроме витамина С, в ней есть витамины группы В. Они поддерживают нервную систему, улучшают сон и настроение. Есть витамин К, необходимый для здоровых костей и свертывания крови. И, конечно же, фолиевая кислота, особенно важная для женщин. Во-вторых, это природный пробиотик, но главная ценность квашеной капусты – это не витамины, а живые бактерии, которые образуются при естественном брожении. Они называются лактобактерии, и именно они делают капусту живым продуктом. Когда мы едим такую пищу, полезные микроорганизмы попадают в кишечник, восстанавливая микрофлору и вытесняя вредные бактерии. А здоровый кишечник – это не просто хорошее пищеварение. Это основа иммунитета, чистой кожи и даже настроения. Ученые уже доказали, до 80% серотонина, гормона радости, вырабатывается именно в кишечнике. Так что, улучшая пищеварение, мы буквально становимся счастливее. В-третьих, это поддержка иммунитета и защита в сезон простуд. Когда наступают осенние холода, наш организм становится уязвимым. Многие начинают болеть, чувствуют усталость, сонливость, апатию. А вот люди, которые регулярно едят квашеную капусту, болеют заметно реже. Это происходит потому, что витамин С, цинк, железо и пробиотики из квашеной капусты усиливают защитные функции организма. И самое главное, они действуют естественно, без нагрузки на печень или почки, как аптечные препараты. В-четвертых, это полезно для сердца и сосудов. Квашеная капуста помогает снижать уровень плохого холестерина, очищает сосуды и нормализует давление. Это подтверждают даже современные исследования. Регулярное употребление ферментированных овощей снижает риск инфарктов и инсультов. Кроме того, клетчатка, которой в капусте очень много, способствует выведению токсинов и улучшает обмен веществ. Также квашеная капуста помогает при похудении и очищает организм. Если вы хотите похудеть, добавляйте квашеную капусту в рацион. В 100 граммах всего около 25 килокалорий, но при этом она насыщает, улучшает обмен веществ и уменьшает тягу к сладкому. Клетчатка мягко очищает кишечник, избавляет от запоров и ощущений тяжести, а пробиотики ускоряют метаболизм. Многие отмечают, что уже через неделю употребления квашеной капусты чувствуют легкость в теле и прилив энергии. Молодость и красота изнутри тоже может измениться от квашеной капусты. Состояние нашей кожи напрямую зависит от того, что происходит внутри организма. Если кишечник зашлакован, а кожа становится тусклой, появляются прыщи и раздражения. Квашеная капуста очищает организм на клеточном уровне, улучшает обмен веществ и способствует выработке коллагена. Поэтому кожа становится чище, волосы сильнее, а ногти крепче. Недаром многие женщины еще в старину умывались рассолом от капусты. Он богат молочнокислыми бактериями и прекрасно тонизирует кожу. Как правильно употреблять? Лучше всего есть квашеную капусту в сыром виде, не подвергая ее термической обработке. При нагревании живые бактерии погибают и теряется основная польза продукта. Оптимальная порция – 2-3 столовые ложки в день. Можно добавлять ее к основным блюдам, делать салаты или просто есть как закуску.
Если у вас повышенная кислотность или проблемы с желудком, употребляйте умеренно, слушая свой организм. Домашняя капуста лучше магазинной. Важно помнить, не вся капуста одинаково полезна. В магазинах часто продают продукт, приготовленный с добавлением уксуса. Это уже не квашеная, а маринованная капуста. В ней нет живых бактерий и пользы почти никакой. Поэтому, если хотите настоящего эффекта, готовьте сами. Вам понадобится только капуста, морковь, соль и немного терпения. Через 3-5 дней брожения у вас будет готовый суперпродукт, созданный самой природой. Многие люди отмечают, что после регулярного употребления квашеной капусты улучшается концентрация, снижается усталость и даже проходит депрессия. И это не случайно. Когда кишечник работает правильно, организм получает больше энергии из пищи, а мозг – больше питательных веществ. Кроме того, квашеная капуста улучшает работу печени и помогает справляться со стрессом. Поэтому неудивительно, что многие называют ее антидепрессантом в тарелке. Маленький секрет долголетия. В Японии, Корее, Германии, Украине и других странах, где квашеные овощи – часть традиционного рациона, люди живут дольше и болеют реже. Ученые связывают это именно с ферментированными продуктами, которые улучшают пищеварение и иммунитет. Квашеная капуста, да, это не просто гарнир. Это ежедневная профилактика болезней, природный антиоксидант и витаминная бомба. Добавляйте ее в рацион хотя бы 3 раза в неделю. И уже через месяц вы почувствуете, как организм благодарит вас. Легкость, энергия, чистая кожа, крепкий иммунитет – все это результат простого, но мудрого выбора. Квашеная капуста – это пример того, как простая еда может быть мощным лекарством. Она очищает, лечит, омолаживает и наполняет жизненной энергией. Наши предки знали, кто ест квашеную капусту зимой, тот не болеет. И теперь наука это подтверждает. Так что если вы хотите чувствовать себя лучше, начните с малого. Добавьте ложку квашеной капусты в свой день, и пусть природа заботится о вас так, как она делает это уже тысячи лет.